Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Если вы попали на этот канал, вы сделали правильный выбор. На моем канале вы всегда услышите искренние и добрые слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада – свет и тень. За что тебя ставят в пример друзья и за что тебя пытаются высмеять враги? Ваша репутация – это совсем не то, что вы о себе знаете. Это то, что о вас додумывают другие. Для ваших друзей вы свет. Они ставят вас в пример, когда им трудно, и восхищаются вашей способностью идти вперед. Но для ваших недругов вы тень, которая их раздражает. Они пытаются высмеять вашу независимость, или ваш стиль, или вашу прямолинейность, называя это все странностями, да? Но вы знаете, наверное, вы знаете, в чем секрет, да? Они смеются только над тем, чего не могут достичь сами. Сегодня мы посмотрим в оба зеркала. Мы узнаем, какую вашу черту друзья возводят на пьедестал, а враги пытаются сбросить в грязь. И поверьте, в обоих случаях речь идет о вашей силе. Так, ваша сигнификация. Советую досмотреть до конца. В конце будет помимо совета карт еще совет от психолога. Какая девочка пришла на расклад. Ну, понятно. Белая ворона. Выделяетесь из толпы. Может, мировоззрением, хобби своим каким-то. В принципе, видением взаимоотношений. Да? Показана вы белая ворона, тут еще карта одиночества рядом, и тут еще карта родовое дерево. То есть даже среди близких, самых близких, родных, вы чувствуете свою инаковость. Может быть, у кого-то даже это с детства, да, вот тут родовое дерево. Вы знали с детства, что там может быть, родители даже так на вас смотрели и как будто бы до конца не понимали вас, да, или вы не находили той какой-то поддержки. Ну, тут так даже, девочки. Это говорит о том, что среди самых-самых родных, близких, повторюсь, вы также можете себя ощущать этой белой вороной. Даже среди какой-то очень шумной, веселой компании. Вы можете быть частью какой-то компании, присутствовать там, но при этом чувство какого-то одиночества, инаковость ваша какая-то вот не считывается. При всем при этом, сейчас я вам скажу, при этом внешне очень привлекательная, энергетически наполненная, райская птичка, для многих мужчин муза, архетип любовницы, очень ухоженная. Самое важное тут то, что женщина как праздник, сама по себе яркая птичка. Тут белая ворона, тут птичка яркая, да. При этом карта морали, открытые ладони, это говорит о ваших моральных качествах высоких, о том, что вы предпочитаете выстраивать отношения, любые взаимоотношения, предпочитаете выстраивать в открытую, честно, без каких там многоходовочек, манипуляций. И вам бы хотелось, чтобы в отношении вас точно так же люди проявлялись. Ну вот первые вот эти карты тут мне говорят о том, что ваше одиночество, оно уже, вы скорее свыклись с этим, принимаете это как должное. Скорее вам комфортно с самой собой. У многих даже вы хотели бы какой-то, может быть, род деятельности свой, да, вот как-то, может быть, скорее всего, это не в коллективе вы хотели бы как-то развиваться, раскрывать свой потенциал, да, скорее это как одиночка, и вы это принимаете, понимаете, вы знаете свои ценности. И по большому счету, наверное, вы даже, как вам сказать, наверное, сейчас не особо опираетесь на кого-либо, кроме себя. Тут вот мне как-то так идет. Может быть, периодически вам и нужна поддержка. Понятно, все мы социальные. Хотела сказать. Ладно, не буду говорить. Но тут вот мне идет женщина, которая
скорее видит плюсы в этом одиночестве. Угу. Так, ладно. Последняя карта потеря, утраты. Очень часто у меня это прочитывается, считывается. Это когда на физическом плане, надеюсь, там этот мужчина, который рядом с вами, какой-то фантом этого мужчины, надеюсь, он жив, здоров, но просто он далеко от вас находится. Физически вы не рядышком с ним. Но ментально, вот, этот фантом, он рядом с вами, он как держит вас за горло. Мало того, что он держит вас за горло, тут еще и вы рукой его как придерживаете. То есть воспоминания о каком-то мужчине, может, вы и не хотите уже, но вот почему-то получается, все равно удерживаете. Может быть, других мужчин, любых мужчин, вы все-таки с этим мужчиной, вот с каким-то, с этим образом, с этим фантомом вы сравниваете. Вот мне такое. При этом вы расстались с этим мужчиной. Но ментально, видите, он держит вас за горло, не отпускает. Я думаю, этот мужчина о вас думает, ну и вы о нем думаете периодически тоже, я думаю. И раз рядом эта карта все-таки находится, может быть, именно с вот этим мужчиной, с которым вы сейчас на расстоянии, рядышком с ним вы чувствовали себя такой, да, вот, как вам сказать, ну, вы такая есть у меня, роскошная, тут летящая, да, такая энергетика, наполненная вся, как райская птичка, красотка. И желание жить, творить. Может быть, у кого-то желание, амбиции, тут таланты, способности, все раскрылось. Вот такое вот мне идет такое вот, как будто бы, может быть, рядом с ним вы впервые так даже себя ощутили, вот женщиной настолько привлекательной, сексуальной. Ради него захотелось быть такой. Вот. Мне как-то так идет. Ну, это моя, конечно, нелюбимая тема, но тут карта справедливости, тупик. Вполне возможно, там, вы не свободны, он не свободен, да, у каждого могут быть свои семьи, так как справедливость, это часто мне так просчитывается, это законные браки у кого-либо, или невозможность, если потеря, невозможность быть с этим мужчиной вот в каких-то действительно таких взаимоотношениях. Такая сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, свет и тень. За что тебя ставят в пример друзья и за что тебя пытаются высмеять враги? Первое у нас идет качество, за которое тебя ценят и ставят в пример друзья. Твой истинный свет. Следующая у нас черта, которую недоброжелатели пытаются высмеять. Ваша черта. Или превратить в твой недостаток. Ваш недостаток, да? Какая-то черта, которая у вас есть. Так, теперь, почему именно эта черта так триггерит твоих врагов? Чего не боятся в тебе на самом деле? Так, теперь, как то, что они высмеивают, помогает тебе добиваться успеха в реальности? Это интересно. И совет карт. Как реагировать на этот шепот за спиной, чтобы он не гасил твое внутреннее сияние? Какое красивое сочетание, да, слов. Внутреннее сияние. Угу. Так, давайте смотрим. Это качество, за которое тебя ценят и ставят в пример друзья. Твой истинный свет. Теперь черта, которую недоброжелатели пытаются высмеять или превратить в твой недостаток, да. Может быть, ваша доброта считают вас слабой, недалекой, да, даже где-то непрактичной. Да, я с этим часто сталкивалась. Ладно. Почему именно эта черта так триггерит твоих врагов? Чего не боятся в тебе на самом деле? Следующее, как то, что они высмеивают, помогает тебе добиваться успеха в реальности. Я не знаю, эти две карты прям выскочили, но пускай будут, помимо вот этих еще, пусть будут. И
Как реагировать, совет карт, как реагировать на этот шепот за спиной, чтобы он не гасил твое внутреннее сияние? Так, начинаем. Первое у нас. Качество, за которое тебя ценят и ставят в пример друзья. Твой истинный свет. Очень интересно. Так, финансы, луна, прошлое, иллюзии, встречи, книга. Ну, вас считают мудрой, а при этом женщина, которая может действительно дать дельный совет. И дельный этот совет, знаете, как вам сказать, он не просто подчерпнут из каких-то книг, да, такое вот там, ну, даже если вы увлекаетесь психологией, это действительно ценный совет, но тут больше того, у вас есть уже этот горький опыт у многих эти разбитые иллюзии по поводу каких-то взаимоотношений, встреч с мужчинами. Ну, как бы это, может быть, не очень красиво не прозвучало, у многих уже большой опыт взаимоотношений с мужчинами, да, то есть вы не наивная такая какая-то там девушка, которая там, может быть, всю жизнь с одним только мужчиной там общалась, встречалась. Нет, вы тут с разными встречались. И с прекрасными, и с супер прекрасными, разными. И иллюзии эти, опять-таки, у многих эти разбились розовыми очечками внутрь. И это все прожито, переболели на собственном опыте, все это испытали. Поэтому вот тут действительно вы дельный можете дать совет. Следующее, тут ваша манкость, привлекательность, ваша, может быть, даже, знаете, вот эта женская какая-то такая харизма. Это скорее даже то, что, понятно, вас наделила этим природа, родители, но плюс, скорее всего, вы это в себе еще, как вам сказать, сделали акцент на этом. То есть у каждой женщины, как говорят, есть изюминка, да? Но вы тут вовсю постарались. Вы знаете свои сильные стороны. Вы умеете сделать, ну, акцент на этом, да? Тут как-то так, такая женщина, которая в полной мере знает, как, может быть, обаять при желании. Тут харизма такая вот какая-то. Вот за что вас ставят в пример друзья, за то, что, допустим, я хочу сказать пример, будет там 10 красавиц идти, да, и в ней, ну, это можно поспорить по поводу красоты, но вы будете выделяться среди них. Может быть, вот этот внутренний какой-то действительно свет, это какая-то харизма, сексуальность, женственность, опять-таки умение подчеркнуть свои достоинства. И тут вы остаетесь самой собой. Тут мода меняется, да, критерии, опять-таки, красоты меняются, а вы тут остаетесь вот какой-то яркой, самобытной. Плюс сюда же, если вы увлекаетесь там эзотерикой, психологией, чем-то таким, то тут тоже это добавляет шарма вам. Такая какая-то личность, я вам хочу сказать, ваши друзья понимают, что вы особенная. Ну, вы меня там белой вороной выходили, ну, это 100%. С вами интересно, необычно, познавательно, уникальная. Тут не серая мышка. И дело вообще не во внешности. Тут глубина, тут какая-то притягательность. И первую карту я, конечно, могу прочитать. Сейчас я скажу, как я могу ее прочитать. Но я предпочитаю это вашу как ценность. В принципе, вас воспринимают. Очень ценная женщина, ресурсная. Отчасти я могу это прочесть, как, знаете, внутренний запас даже прочности вашей. Боец, хотя внешне можете быть женщиной такой мягкой, романтичной, какой-то такой особой, но за этим скрывается вот тут ну, не буду говорить, тут нет, тут не, вряд ли тут стальной стержень, но тут сила такая женская, мудрая сила, вот не так идет. Это за что вас ставят пример. И некоторые, кстати, вас тоже могут ставить пример, многих это проиграется. Женщина, которая
вы не будете бедны никогда. Тут всегда как будто бы вы находите тут финансы, да, но я не буду говорить, что тут мега вы тут богаты, офигеть, как не знаете, куда финансы эти складывать, да, по каким ящичкам. Нет, а тут, скорее всего, женщина, которая умеет и приумножить, и заработать. И эти деньги, как будто бы для многих волшебным образом у вас всегда, они как в какой-то копилочке находятся. В том числе, если тут вот Луна, многие не понимают, откуда у вас эти деньги появляются. Источник дохода не могут понять. А многие еще, вам хочу сказать, но мы же смотрим «Друзья», да, они еще могут восхищаться тем, что вы находите финансы. Для чего? Для того, чтобы оставаться привлекательной, женственной. То есть нет такого, что вы на себя там забили и ходите там, уж не знаю, 20 лет в одном и том же каком-то платьюшке. Я никого не осуждаю, не порицаю. Мы всех разные, мы все разные, у нас у всех разные в жизни, ну, начнем с ценностей, да, приоритеты разные. Но я вам говорю, что по этим картам, да, идет мне. Мне идет женщина, которая любит в себе женщину. Она благодарна небесам за то, что она в этом воплощении пришла, рождена женщиной. Она ценит в себе эту женщину. Может быть, иногда, конечно, там в взаимоотношениях с мужчиной на пьедестал мужчину и ставит. Но в принципе, вот мне идет, вот за что вас ценят? За то, что вы вот женщина прекрасная, где-то роскошная, женщина, которая все равно себя тут чем-то как может побаловать. С вас берут пример даже, друзья. Плюс вы все равно, мне идет по тем картам, вы для них, я же там озвучила белая ворона, ну, правда, как будто бы у вас столько ресурсов, у вас столько интереса к жизни, вы настолько многогранны где-то, они даже не знают, чего от вас ждать. Что вы, как будто бы, вот, что про вас там не скажешь, это новенькое вы там придумали. Все скажут, да, это на нее похоже. Да. Так, ну, интеллект, книга «Интеллект». В принципе, интересно с вами. Так, теперь смотрим недоброжелатели. Черта, которую недоброжелатели ваши пытаются высмеять или превратить в ваш недостаток. Ну, тут у кого-то, тут карта невозможно, и тут карта у меня в окно в иной мир. Это связано психология, эзотерика, увлечение может быть чем-то таким нестандартным, да? Карта гармония, свечи, башня, марионетка. Ага. Ну, давайте так. Кто-то, если знает с ваших недоброжелателей, что вы увлекаетесь, уже озвучила, да? Таро, может быть, эзотерика, это все сюда. Могут рассказывать о том, что вы тут в это окунулись, с головой провалились, отбитая эзотеричка, да, что-нибудь нет мира сего, это понятно. При этом многие могут рассказывать о том, что у вас этот свой какой-то мир, вы в нем находитесь и возвращайтесь из него нечасто, да. Ну, это скорее преувеличение. При этом я вам хочу сказать, какой тут недостаток. Они могут рассказывать о чем? О том, что вы, допустим, пытаетесь переложить ответственность за свою жизнь, вместо того, чтобы ее там выстраивать как-то. Тут башню я буду читать не в плане разрушения, а башня тут наоборот, опора, материальная в том числе опора. Вместо того, чтобы там строить карьеру, как для многих является опять ценности, какие приоритеты в жизни, добиваться там каких-то высоких высот, успешного успеха, там быть попроще где-то, да. Ну вот, они считают, что вы вместо этого интересуетесь тут каким-то, кто-то сверхъестественным, кто-то в принципе невозможно, первая карта. Как будто бы вам интересно разобраться на самом деле, что происходит в вашей жизни и почему это происходит, к чему это все, для чего это все. А они на все это, вот ваши недоброжелатели смотрят и думают,
Ну, вместо того, чтобы фигней какой-то страдать, да, искать смысл жизни, да, зарабатывай деньги тут, вкладывай свой там какой-то ресурс, потенциал, будь более какой-то гибкой, приспосабливайся, да, не надо тебе этой быть белой вороной, ну, тут что-то такое. Даже могут вам высмеивать и говорить, что может быть слишком принципиальная, может где-то слишком правильная. Вместо того, чтобы тут по карте марионетка где-то на что-то закрывать глазки, идти в чем-то на компромиссы, где-то вот быть неотъемлемой частью так называемого какого-то социума, да, жить по законам этого социума. Вот недоброжелатели пытаются вам, ну не обязательно вам, они между собой могут так общаться и рассказывать, что потенциал неплохой, но вы его расходуете, по их мнению, вообще не так, как они бы расходовали его. Ну, в принципе, вот тут такое вот. При этом они понимают, что карта гармония и карта окно в иной мир. Вы гармоничны в этом, вы кайфуете от вашего какого-то хобби, увлечения. Опять-таки, для вас это нормальное состояние. Вот так даже мне идет. Почему именно эта черта так триггерит ваших врагов? Чего не боятся в тебе на самом деле? Ага, свинью подложили, созависимость, принц, черная кошка, привязка, соперник. Знаете, они вас на самом деле, может быть, не друг перед другом, тут даже не то, что друг перед другом. Кстати, они могут друг перед другом даже отмечать вашу привлекательность, отмечать ваш интеллект, ваши какие-то знания. Это на самом деле такое есть. При этом могут рассказывать о том, что вы это все как-то применяете, ну, бесхозно, да, скажем так. Не умеете вы, как будто бы там может что-то монетизировать, где-то вы слишком, повторюсь, еще как-то прямы, принципиальны, еще где-то что-то вместо хитрости, гибкости, приспосабливаемости какой-то. Почему эта черта их триггерит? Потому что они замечают, что на самом деле у вас какое-то действительно тут, ну не буду, колдовское влияние. Вы на многих мужчин оказываете действительно какое-то такое влияние, они как попадают под магию какую-то от вас. Допустим, вы можете вообще не прикладывать никаких усилий, и мужчина на вас тут будет обращать внимание. Более того, кстати, они могут еще говорить о том, что у вас может быть и не один мужчина. То есть вы можете быть замужем, но при этом на вас обращают внимание еще другие мужчины. Плюс такое, как у меня ощущение, что они между собой могут там обсуждать вашу, может быть, прошлую, там личную жизнь. Кто-то там не один раз замуж из вас выходил. И тут такое какое-то про вас могут быть разговоры, что а вы все равно одна не остаетесь. Плохо, это хорошо, но для многих это, как знаете, такой критерий оценка, да, все еще с Советского как Союза идет. Раз при мужчине, значит, вот она действительно как, не знаю, жизнь удалась, да. По факту замуж, как это пословица, не напасть, когда бы замужем не пропасть, что-то такое вот. Я тоже об этом так думаю очень часто. Ну ладно, это смысл в чем? Тут они чего боятся, они вас не понимают до конца по черной кошечке. При этом, повторюсь, тут идет женская зависть. У кого-то, если рядом с вами карта принц, есть мужчина, который материально вас, ну не буду говорить, обеспечивает, поддерживает, обеспечивает, да, является для вас там опорой, тылом надежным. Они не могут до конца понять, как у вас это удается, этого мужчину там, может быть, удерживать. Тут еще какие-то пересуды могут быть по поводу по черной кошке, по поводу этого вашего избранника, по поводу ваших взаимоотношений. Тут какие-то карты странные на самом деле. Почему триггерит? Привязка. А кто-то на самом деле, кстати, думает, что вы можете обладать вот этой какой-то, ну не знаю, магической силой.
тут что-то такое. И как будто бы вы чуть ли не вот этой вот силой этих мужчин можете все как притягивать. Вот такое прям не идет. Так, чего не бояться, о чем это? Но опять мне идет вот какой-то вот работа, карта подчинения, карта медведь. Медведь — это тот мужчина, который вкладывается в взаимоотношения, выстраивает их, в том числе материально вкладывается. Вот они почему-то тут видят вас, женщина, карта работы, это прям, ну, действительно какое-то как воздействие. Вы можете подчинять. Вы можете привлекать к себе каких-то очень ресурсных мужчин, по их мнению, и извлекать из этого толк. Хотя перед этим было вот, за что они там вас порицали, да, пытались высмеять в то, что вы недостаточно этим пользуетесь. Но тут же идет мне, почему эта черта триггерит врагов, чего не бояться на самом деле. А тут как будто бы они сталкиваются, знаете, с тем, что а на самом деле у вас как будто бы жизнь им кажется лучше, чем у них в чем-то. Какой-то есть мужчина, допустим, который вас заботится, вкладывается, поддерживает. Вот тут такое. При этом он как будто бы тут привязан к вам. И тут и не один. Я не знаю, что так мне показали. Вот это вот не могу понять, почему свинью положили. Это о чем? Ну это, скорее всего, тут как будто бы это они постоянно следят за вашей вот жизнью. Им интересно, к чему придет вот какая-то связь ваша с этим мужчиной. Вот именно личная жизнь их интересует. Ну да, у кого-то семейное ваше, вот, замужество ваше, выбор партнера. Что-то такое. А кто-то вот прям ждет, поэтому карта как свинью, подарочек, который свинью подложили. Так они ждут, пока вы то ли разочаруетесь в этом избраннике, то ли этот избранник вас разочаруется. Вот такое, как будто бы. Я не знаю. А что им так не имется? Вообще мне непонятно. Ну, у кого-то, наверное, карта аисты, может быть, неполная, там, дом, семья, может, женщина на себе тащат, нету той самой поддержки, опоры, которую они видят в вас. А где-то они вас побаиваются, карта ведьма, книга, ваших знаний, вот чего они на самом деле, да, вот боятся. И где-то вашего нестандартного мышления, проявления, вот того, как вы эту информацию, карта Арлекин, это нестандартно, вы ее можете проявлять, применять, вот это вот на самом деле. У них этого нет, у них нет доступа к этой тайной информации у кого-то, даже если им будет доступ, они ее не смогут у себя в голове разложить по полочкам, применять. Вот, тут вот это ваша инаковость, вот в этом даже. Вот чего на самом деле они боятся? Того, что вы, во-первых, вы перед собой какие-то планы тут ставите, да, мечты у вас какие-то, уже они нестандартные. Информацию какую-то получаете, плюс вот это вот будете внедрять, применять, это их озадачивает. Нестандартная вот во всем какая-то. Пути достижения, опять-таки, они же, знаете, как выбирают свои какие-то методы, способы. Я не говорю хорошие, плохие, но у них одни, а вы на это все по-другому смотрите. Я прям вспомнила какое-то выражение такое, может, оно сюда подойдет, да, что-то такое, дословно не помню, но что такое, полжизни карабкался по лестнице, да, по карьерной лестнице, да, а в конце, достигнув верха этой лестницы, понял, что она стояла не у того края стены или что-то из этой серии. Это о том, что они могут идти, там у них свои ценности, приоритеты, опять-таки, в жизни. И они могут карабкаться, там друг друга толкать локтями, сбивать, манипулировать, хитрить, и потом, достигнув того типа а-ля, или приблизившись к тому желанному, и тут в один момент осознать, что я от этого кайфа уже не получаю, и
и это вообще настолько все, ну, тленно, и, может быть, ценность теряется, да. А у вас как будто бы уже видение этого всего другое, иное. Ну, я не буду говорить, что вы тут мудрее, ну, многие мудрее реально. Как будто бы умеете все сопоставлять, ценности этим. Давайте смотреть, как то, что они высмеивают, помогает тебе добиваться успеха в реальности. Но тут реально вы, как переход на новый уровень, вы видите, чего вы хотите, вы как будто бы уже готовы к этому переходу, да? Угу. Как то, что они высмеивают, помогает. Вот высмеивают, помогают. А как то, что они высмеивают, а мы смотрели, там ваша эта инаковость, это умение эту информацию получать, применять, а вы уже четко многие различают. Тут карта, видите, как зеркало, вы уже понимаете, что очень мало единомышленников, очень мало людей, которые, ну, одинаковые с вами, разговаривают на одном языке, имеют одни и те же ценности. Вот как оно помогает добиваться успеха в реальности. Тут карта третьи лица и плюс карта крысы. А скорее всего, вы уже замечаете в вашем окружении этих каких-то людей, которые там двойные стандарты применяют, да, в общении, там лицемерничают, в принципе против вас какие-то там замышляют многоходовочки. Или так они по жизни себя ведут, в принципе, они по-другому не могут. Вы это все видите, вы вот вглядываетесь в них, плюс эту информацию какую-то, может, через Таро даже получаете. Опять-таки, смотрите, тут карты дом, подклад, любовь и трудности. Скорее всего, многие вас уже столкнулись с тем, что держитесь подальше информацию о своей семье, и тем более может быть, любимом человеке, о вашем выборе. Тут, может быть, уже у вас были ситуации, когда ну, кто-то, допустим, близко, очень близко в дом подпустил так называемых доброжелателей подруг, да, это тоже карта подклад, это могло вас как злую шутку с вами сыграть. Где-то могли, я не говорю, что тут какие-то ревности, ну, не об этом речь об истинных ценностях, речь о том, что вы четко для себя уже понимаете, что для вас на первом месте, кто для вас на первом месте. Люди, которые тут дом и любовь, которые с вами прошли там долгие годы, были поддержкой, опорой для вас и являются. И так называемые временные друзья-подруги, которые появляются там раз в 3 месяца, когда им что-то нужно, и потом могут пропадать, да, но при этом громко себя называют подругами. А вот как-то так мне идет. Вот вам помогает добиваться успеха ваша мудрость, ваш житейский уже опыт какой-то, ваше умение уже видеть насквозь вот этих вот каких-то товарищей, которые, ну, они такие, какие они есть, да. Люди как люди, да. Ну, как-то так. Ваше умение даже эти трудности обходить, держать дистанцию. На самом деле, первая карта – это переход на новый уровень. Это говорит о том, что, девочки, вы уже на самом деле готовы к новому чему-то, перелистнуть страничку вашей жизни, перейти на этот новый уровень. Может быть, начинайте с малого, да, но все, уже созрели вы, уже оттягивать дальше некуда. Так, совет карты. Как реагировать на этот шепот за спиной, чтобы он не гасил твое внутреннее сияние? Так, идет карта депрессия, идет карта диссонанс, павлин, водоворот. Как реагировать? Княгиня и ангел-хранитель. Ну, хорошо. Как реагировать, мои хорошие? Тут, как всегда, какой бы вы ни были, как бы вы, ну тут вы не пытаетесь заслужить ничего, уже похвалу, ничего там,
внимание. Тут вы живете уже своей жизнью, я так вижу по этим картам. Наоборот, мне, скорее всего, я думаю, вы по этой карте гармония, вы кайфуете от себя и думаете, мне так хорошо с собой, самой собой. Не хочу я в ваши все дрязги какие-то, не хочу я в ваши там склоки влезать, оставьте меня в покое. Да? Тут о чем? Совет какой вам дают? Вам говорят, даже если ты будешь пытаться как-то там, может быть, заслужить их внимание, похвалу, даже если, все равно ты будешь не такой, все равно не угодишь ты всем. А зачем тебе себя ломать? Да? Вам говорят, наоборот, вместо того, чтобы даже если какое-то у вас хреновое настроение, то я не буду, каждая депрессия так считывать, вам говорят, бери себя в ручки и наоборот по карте павлин расцветай, распускай все свои перышки, все свои, уж не знаю, там фантазии воплощай в реальность, надевай лучшее платье свое, лучшее украшение, тут кайфуй от этой жизни. Вот я так это хочу считать, девочки. Тут все равно вы не будете хороши, вы так знаете, для всех, а вам это и не нужно, вам для себя надо быть вот той самой. И не давай вовлечь себя в этот водоворот каких-то сплетен, там перетягивание, если тебя там перетягивают на какую-то сторону, там, если там две противоборствующие какие-то там, уж не знаю, может быть, хотел сказать, кланы какие-то, да, в рабочих коллективах часто такое бывает, там, девочки, против кого мы сегодня дружим, да, вот не давай себя вовлекать в это. Тут уже ты идешь как белая ворона, уже тебя такой считают, принимают, тут и кайфуй от этого. Тут. Я не говорю, что ты должна там отказываться прямо от кого-то и бросать, там, не протягивать руку помощи, но при этом все равно дистанцию держи и не дай себя повлечь вот эти вот водовороты. Так, и как реагировать на этот шепот? Цвети и пахни, я уже сказала, по этому павлину. Карта княгиня. Тебя все равно видят достойной, и у тебя такое будущее. И вам говорят, ты добьешься всего, чего ты хочешь, многого добьешься, если будешь прикладывать усилия. Карта княгиня. Я не вижу тут парных каких-то карт. Единственная парная, тут, если можно сказать, карта. Ангел-хранитель. Идет ребенок, его охраняет этот ангелочек. И вам говорят, вот иди по этому пути, который ты выбрала. Тебя охраняют высшие силы. Вот ты такая, не похожая ни на кого, замечательная, и цени это в себе. А то, что там кто-то принимаете, осуждаете, это их выбор, а ты цвети и пахни, и распускаете перышки. Вот, в кои веки я этого павлина считала тут во благо. Тут наоборот, девочки, тут добавьте вот этого даже, как вам сказать, здорового эгоизма, любуйтесь собой. Останавливайтесь возле витрин и смотрите на свое отражение с восхищением. С утра говорите, какая ты красотка, ты умничка, ты самая лучшая девочка на свете. Да, насчет целовать себя в зеркало не знаю, это будет уже в следующей серии. Пока остановимся на этом. Так, и совет психолога, если он вам еще нужен, да. Ваша сила и ваша уязвимость – это две стороны одной медали. И психологически враги высмеивают именно то, что ваши друзья считают вашим главным достоинством. Потому что враги не могут это себе присвоить. Вот они другие, они не понимают этого, да, вас, вашей инаковости, да. И мой совет: не пытайтесь исправлять те черты, за которые вас цепляют недоброжелатели. Если вас пытаются высмеять, значит, вы попали в их болевую точку. Оставайтесь с собой, мои хорошие. Ведь именно ваша аутентичность делает вас недосягаемой. Это 100%. Все, мои хорошие, удачи. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.